Привет, 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 песеры, с вами Морж, пятница, 27 января у нас на календаре, а значит самое время открывать эпиков Барселоны. Собственно, вот эту Барселону мы и будем сегодня усиливать, а может быть даже усилять, как кому удобнее. Есть здесь Гвардиола в виде его иконик карточки так называемой, а также Феррер, который тоже у нас в виде иконик карточки. Сейчас же у нас Гвардиола и Феррер это эпики, а Стоичков получил карточку Big Time и первый раз появляется в нашей игре. Как видите, 150 игроков по стандарту в паке, в принципе нужен только Стоичков, вот, но в принципе остальные, не знаю, нужны, не нужны. Ладно, имеет он стиль креативный плеймейкер, занимает любую позицию в нападении, значит Феррер чистый у нас крайний защитник, в принципе все более-менее в средних раскладах у него по статам, выкачать можно и жестко в защиту, и жестко в пас, ну и так далее. И Гвардиола со стилем дирижер, который, к сожалению, становится только на опорника, а мне кажется, ему все-таки больше места на центральном полузащитнике. Ладно, 14 тысяч у меня, как бы 14 300, да, 143 игрока из пака я могу открыть, не пополняя счет. Но нужен только Стоичков, и я надеюсь, он выпадет за эти деньги. Ну и, по крайней мере, мне не все придется слить. Если, конечно, будет выпадать Феррер и Гвардиола, ну, что поделать, буду изначально их менять. Но если выпадет Стоичков, то, в принципе, оставляю Стоичкова, а Феррер и Гвардиола пусть будут в виде иконик карточек. Напоминаю, что если ты хочешь задонатить нам мобилку с российских карт, то пишешь мне в личку в Телеграме, ссылка в описании закрепе, там же ссылка на мой Телеграм с новостями. В общем, все, ребятки, по стандарту. Итак, что вообще хочется сказать по карточкам Стоичкова, Гварди и Феррера? Ну, чисто, по крайней мере, по цифрам. Естественно, в игре я пока что их не пробовал. Значит, Стоичков. Качается он до 97, с сыгранностью будет 100. У него отличная реализация как для оттянутого форварда, очень неплохой дриблинг, но при этом хреновое удержание мяча. Что меня в нем максимально отталкивает, это просто ужасающая выносливость и скорость. Пас, в принципе, нормально в средних показателях, там где-то 83-84, это вполне себе норм, это вполне себе пойдет. А вот с выносливостью и скоростью, конечно, будет беда бедовая. Это явно не игрок фланга, потому что сгорать он будет, что называется, минутик 30. На оттянутом форварде ему единственное место. Вот. К сожалению, на центральном нападающем, допустим, его стиль не работает. А с такой реализацией он вполне себе мог бы нормально стоять на ЦН. Ну, тут каждый из вас выбирает. Либо на ЦН игрок без стиля, либо, собственно, на оттянутом форварде игрок со стилем. Но, опять же, возвращаемся к логике Konami. Он креативный плеймейкер. То есть, человек, который больше направлен на какой-то интересный пас. При этом у него пас хуже, чем реализация. Konami, логично? Логично, а что такого, да, Konami? Делаем хрен пойми что, стили раскидываем хрен пойми как, и делаем вид, что мы за реализм, у нас каждую неделю форма у игроков меняется. Спасибо. Спасибо вам, Konami. Дальше, Гвардиола, 96 у нас на максимальной прокачке, 98 будет иметь с не с эмблемой, конечно же, с сыгранностью. Значит, у Гвардиолы потрясающий пас. Действительно потрясающий. Очень неплохая защита. Вы помните, в 21-й, в 20-й части у Гвардиолы были беда с защитой. Он был таким вообще чисто распасовщиком. И я называл одним из худших легендарных игроков в нашей игре. Сейчас ему защиту подтянули. В защиту он вполне себе умеет. Что меня дико пугает, у него просто ужасающий баланс. И как для полузащитника дриблинга в принципе как такового не существует. То есть этот чувак чисто принял мяч, отдал хорошую передачу. Либо забрал мяч, отдал хорошую передачу. Бежать за него, крутиться, вертеться, как-то пытаться открываться вообще не стоит. Вот просто он для этого не предназначен, к сожалению. Ну и Феррер, 96 у нас на максимальной прокачке, 98 будет иметь с полной сыгранностью. Очень, опять же, неплохие статы в защиту можно выделить именно для крайнего защитника, а также хороший набор навыков защитных в виде там опекуна, перехвата. Я думаю, вы понимаете, о чем я. В остальном, я не сказал бы, что какой-то прям сильно выдающийся. Да, обладает пасом, да, обладает хорошей скоростью, да, обладает хорошей выносливостью, как, в принципе, многие из левых и правых защитников. Также его можно поставить на ЦЗ, но с ростом 170, ну серьезно. Я считаю, что как-то вот, ну, не совсем ему там место. При этом ему явно будет не хватать какой-нибудь условной агрессии Пуйоля, чтобы хорошо себя там чувствовать. Ну и там прыжка, игры головой и так далее. Корпус у него, как вы понимаете, естественно, отсутствует.
В общем, вот таких 3 игроков нам выдали. У меня тем временем 25 паков уже скручено, и ни хрена мне пока что не выпадает. Ну, давайте, наверное, по стандарту для видео сделаем 50. Вот, остальное потом открою без видео, а может быть вторую 50-ку выложу. Ну, вы сами знаете, что иногда я и последнюю 50-ку могу выложить, если мне ни хрена не выпало. Не хотелось бы, чтобы сейчас мне действительно за 50 паков не дало ничего. С другой стороны, такой мини-спойлер, если вы это видео смотрите, то есть если оно уже на канале, то, скорее всего, чего-нибудь я поймал. Я думаю, логично, я думаю, многие это понимают. Да, в понедельник у нас дерби, паки дерби Милана и Интера. Вот, к сожалению, опять весь тот же набор игроков, которые нам уже давали, то есть в очередной раз можно половить дублей просто с другим дизайном карточек. Ой, честно, не понимаю Konami, по 4 игрока от каждой команды, ну дайте тех, кого еще не было, ну дайте просто, не знаю, замены игроков, не распиаренных игроков, еще чего-то. Я вот реально, ох, ребят, ну это лайк, мне 1 стоечков нужен был, это все? Это победа? Это победа? Это было просто, это было хорошо. Я тут про Милан с Интером распинаюсь, а мне тем временем выпадает. Неплохо, неплохо. О, хотя бы геймфейс ему сделали, спасибо Konami. Кстати, монументальное празднование, походу, не сделали. Как всегда, ублюдки. Вот. У Big Time будет монументальное празднование. Где оно у Стоечкова? Нет, ну, по крайней мере, в информации не написано, что оно есть. Ну что ж... Но это лайк, 32 пака. 32 пака и четкое попадание именно в того игрока, который мне и был нужен. Честно, Гвардиолу и Феррера я даже ловить не буду, а нахрена. Вот. По сути, у меня есть их иконик версия, я уверен, что Konami там реально года через пол сделает какие-нибудь супер иконик версии, или супер эпик иконик версии, или Big Time эпик супер еще что-нибудь иконик версии. Ну, такие дела. Да, кстати, как вы видите, Вилья не стоит в составе Барселоны, а как угадаете почему? Конечно, потому что у него нет эмблемы Барселоны. К некоторым вещам люди подходят с огромной скрупулезностью, и в Барселоне должны быть только те игроки, у которых есть эмблема Барселоны. Ну и, собственно, Кроев как главный тренер. Пиши, открывал ли ты эти паки, надеюсь, тебе тоже повезло. Я считаю, что это хороший пак опенинг, 32 пака, именно нужный игрок, и все, собственно, замечательно. Ну, а я с удовольствием все это дело почитаю. Напоминаю, полезные ссылки в описании и закрепе. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.